Глава 346. Предчувствие короля Фана. Имперский город был заполнен флагами боевых гончих. После падения имперского города все сопротивляющиеся силы были полностью раздавлены. Из 7-8 миллионов людей лишь 1/4 была убита в бою, остальные же либо сдались на милость победителю, либо присягнули врагу на верность. Боевые гончие грабили город в течение нескольких дней. Богатства и ресурсы, которые собирались королевской семьей имперского города в течение нескольких столетий, теперь полностью стали добычей короля Фана. Эта свирепая кавалерия демонических волков захватила несколько десятков городов в имперском регионе и в государстве Цан. Теперь там находилось более 40 миллионов жителей Южного Лета, которые полностью зависели от милости королевства боевых гончих. Ван Тиньлун был переполнен воинственным духом, и это было потому, что после того, как король Фан захватил имперский регион, Ван Тиньлун был титулован как новый король этих земель. Он использовал человеческую личину Ван Тиньлуна, чтобы править жителями Южного Лета, и это было намного проще, чем бы король Фан лично бы ими правил. В конце концов, эти люди жили на данной земле уже в течение долгого времени, и у них давным-давно просто в кости въелась их ненависть к духовным зверям, так что прямое правление таким населением не принесло бы ему ничего хорошего. Чем был вассальный король, это был такой человек, который был по рангу ниже, чем маркиз. Ван Тиньлун получил в свои руки все, что он только желал, и теперь он лишь хотел получить все оставшиеся земли. Ну и кроме этого, у него в горле была лишь еще одна застрявшая рыбная кость, а именно чутянь. Он не знал почему, но покуда эта чутянь не сдохнет, он не сможет спокойно отдохнуть. Ну и когда разведчики принесли назад новости, что чутянь и вправду сбежал в земли центрального государства и даже посадил Дун Фанганя на трон. Ну и что? Он также готовился к сражению против королевства боевых гончих. Ван Тиньлун в гневе разбил свою кружку и незамедлительно нашел недавно титулованного правителя Наньгун Лина. Они вдвоем сразу же поспешили в королевский дворец и приготовились отрапортовать обо всем королю Фану. Король Фан в данный момент принимал у себя посланника королевства Орлиного Захоронения, который был одет в черную робу, которая показывала миру только лишь его острый взгляд. Ну и даже с почтенным статусом короля Фана ему все равно приходилось быть почтительным перед этим существом. Посланник королевства Орлиного Захоронения пару раз похвалил короля Фана. «Ваше высочество взял в свои руки боевых гончих и прорвался через Южное Лето настолько быстро, что наш король полон для вас похвалы и обязательно наградит вас после этой войны. Я надеюсь, что ваше высочество продолжит расширяться на юг и позволит южным границам королевства Орлиного Захоронения достичь леса хаоса. С подобными захваченными большими и маленькими королевствами сила королевства Орлиного Захоронения обязательно сделает еще один большой шаг вперед. Возможно, через всего лишь 100 лет король сможет объявить себя настоящим императором». Короля Фана не заботили все эти проблемы, и он просто задал один короткий вопрос. Подкрепление из королевства Орлиного Захоронения уже прибыло или нет? Ваше Величество запросило у нас подкрепление в виде сотни тысяч воздушных войск, но королевство Орлиного Захоронения в данный момент сражается на все 4 направления, и каждая наша битва просто потрясает умы. Имперский город Южного Лета уже был прорван насквозь, и все, что тут осталось, было разношерстной сопротивляющейся командой. Ну и при столкновении с подобной слабой защитой, разве и вправду нужна сотня тысяч войск в качестве подкрепления? Кавалерия из грифов не является козырной картой королевства Орлиного Захоронения, но они все еще являются драгоценными воздушными юнитами. По самым большим прикидкам, мы сможем предоставить их только лишь 20 тысяч, и это уже практически больше возможного лимита. Я прошу ваше высочество не усложнять себе и нам жизни. Король Фан был немного расстроен. Несмотря на то, что страна Юного Лета и не сможет выдержать еще одного удара, все же существуют огромные различия между северной и южной местностью. Моя кавалерия из демонических волков не способна атаковать тысячи миль гористой местности, и для меня будет невозможно быстро закончить войну без огромного количества воздушных юнитов. Ваше Величество слишком осторожен. Посланник королевства Орлиного Захоронения думал совершенно иначе. Даже если подобная местность и не подходит для сражения кавалерии демонических волков, у вас все равно все еще есть сотни тысяч воинов из равнины боевых гончих, а также 10 тысяч грифовой кавалерии. Если к ним добавить еще 20 тысяч грифовой кавалерии, то для этих ничтожных городов Южного Лета будет все кончено, они будут с легкостью раздавлены даже без какой-либо тактики. Король Фан на это высказывание лишь хмыкнул носом. Ваше Величество хочет закончить все эти битвы как можно быстрее, но вы должны подумать о ситуации в нашей стране. Южное Лето уже больше никогда не сможет восстать из пепла, так что нет никакой нужды вкладывать в завершение этой кампании столько военной силы королевства Орлиного Захоронения. Посланник королевства Орлиного Захоронения сказал эти слова перед тем, как добавить: «Вам не нужно действовать настолько поспешно, король выдал вам 3 месяца времени». Поэтому независимо от того, насколько упрямыми были эти люди, они все равно 100% падут за этот срок в целых 3 месяца. Посланник королевства Орлиного Захоронения ушел сразу после того, как все его дела были улажены. Его острый взгляд прошелся по Ван Тиньлуну и Наньгун Лину с головы до ног,
когда он, собственно, уходил, и его глаза в этот момент были наполнены надменностью и презрением. Разве эти жалкие людишки были достойны быть врагами их королевства Орлиного захоронения? Его Величество был и вправду слишком бестактен. Сотни тысяч грифовой кавалерии. Разве это не просто желание навредить и себе, и королевству? Даже против Большого Королевства было очень редким явлением, когда вы использовали сотню тысяч воздушных солдат. Ну и против маленького королевства, которое уже вот-вот будет уничтожено, он на самом деле попросил целую сотню тысяч. Если бы не его захват власти в королевстве боевых гончих и не его 2 последовательные победы в 2 битвах, король бы даже не выдал бы ему никакого лица, и даже 20 тысяч воздушной кавалерии было бы тем количеством, о котором он мог бы только лишь мечтать. Король Фан спросил мягким тоном: «Вы расследовали данные события со всей точностью?» Наньгун Лин сложил свои руки вместе в знаке почтения и ответил: «Странное оружие, которое было использовано защитниками Южного Лета, было исследовано. Оно было произведено на секретном заводе недалеко от имперского города». Глаза короля Фана вспыхнули светом. Так это и вправду произведенное оружие. Такое слабое королевство и на самом деле смогло произвести новое и мощное оружие. Вы смогли найти чертежи этого оружия или производственный персонал? Ну и к тому же, я слышал, что люди Южного Лета смогли изобрести такую штуку, которая позволяла людям общаться друг с другом на расстоянии в 1000 миль, а также воспроизводить звуки и изображения. Вы смогли обнаружить данную технологию или все еще нет? Я прошу у короля Фана прощения. Наньгун Лин произнес данные слова сильно напуганным тоном. Эти технологии не существовали в течение долгого времени, и они все полностью контролировались Комитетом чудотворной торговли. Все связанное с этим делом оборудование в городе было полностью уничтожено, и сам завод по производству оружия также был сильно поврежден. Мы пока все еще не нашли ничего ценного. Что за бесполезные ублюдки? Король Фан отвесил зычную пощечину Наньгун Лину, вбив его в стену. Наньгун Лин даже не смел ему и сопротивляться. Он мог только лишь поклониться в ноги и принять свое наказание. «Король Фан, пожалуйста, успокойтесь». Ван Тиньлун почтительно поклонился до земли. Я смог получить подтвердившиеся новости. Группа Чутиня сбежала на юг и сейчас находится в центральном государстве. Ну и покуда мы сможем его схватить, все его технологии будут у нас в руках. Во время битвы за имперский город мощные автоматы изначальной энергии и шокирующие бомбы изначальной энергии оставили неизгладимо глубокое впечатление на короля Фана. С первого же взгляда король Фан думал о них как о редких сокровищах, но кто бы мог подумать, что после полного расследования этого оружия они смогут обнаружить, что это, оказывается, было оружие, которое было сделано обычными людьми. Это просто переполнило короля Фана возбуждением и радостью. Если они смогут заполучить подобную экипировку, то тогда сила королевства Орлиного захоронения возрастет в несколько раз, и тогда для них будет очень легкой задачей по-настоящему стать империей через разграбление торговых и военных судов. Мы теперь, должно быть, подготовили достаточно кораблей. Ван Тиньлун опустился на одно колено. «Пожалуйста, выдайте приказ». Как только центральное государство падет, последние остатки сопротивления в стране Южного Лета также полностью развалятся. Именно в этот момент все 2 миллиона жителей Южного Лета полноправно станут подданными гражданами королевства боевых гончих и будут вечно производить предметы для короля Фана. Король Фан сейчас немного колебался. Его сегодняшняя позиция исходила не из его культивации. Король Фан был не только сильным, но и также он имел ясную голову как командир своих войск. Эти 2 победы не вскружили ему голову, и он сейчас спокойно анализировал ситуацию. Не было никаких сомнений, что оставшиеся войска армии Южного Лета даже не смогут заблокировать наступление боевых гончих, что уж там до отрядов Орлиного захоронения. Одной проблемой для них все еще была местность. Другой же проблемой была партизанская тактика и элемент неожиданности. Боевые гончие должны преодолеть озеро 4 государств, чтобы продвинуться на юг, но боевые гончие не были предназначены для битв на воде. Ну и к тому же, корабли, что они будут использовать, были украдены с торговых маршрутов или же взяты с верфей, и они являлись лишь старыми боевыми кораблями, поэтому их нельзя было даже и сравнивать с настоящими боевыми кораблями Южного Лета. Если они начнут сражение на озере 4 государств, то для боевых гончих данное сражение явно не пройдет бесследно. Ну и к тому же, что, если страна Южного Лета уже приготовила огромное количество этого таинственного и мощного оружия? Как только данное оружие будет использовано в морском сражении, оно будет иметь просто невероятно могущественный и убийственный эффект. Это было то, против чего они просто не смогут защититься. Ван Тиньлун сейчас был переполнен сомнением. Что касается количества или силы, то наша армия имеет подавляющее превосходство. О чем таком король Фан вообще волнуется? Хорошо. Король Фан принял решение. Отправьте по цепочке вниз мои приказы. Кавалерия демонического волка останется тут, когда остальные подразделения будут полностью подготовлены, чтобы отправиться на юг. Так точно. Ван Тиньлун явил этому миру взгляд, наполненный радостью, но он тут же спросил:
Какой будет наша боевая стратегия? Король Фан уже продумал их тактику. Ты поведешь за собой 500 000 боевых гончих на кораблях, чтобы отправиться на юг. Запомни, объединенный флот нельзя будет центрировать лишь в одном месте, его нужно будет разбить на части, и каждый отдельный флот будет иметь 100 000 солдат. В общем, будет 5 флотов, все из которых возьмут для пути разные маршруты, они все зайдут на земли центрального государства с разных морских позиций. Это сила армии Южного Лета никогда не сможет сравниться с нашей, поэтому единственное место, где они смогут выиграть хотя бы один бой против нас, это только на воде, но их количество никогда не будет таким обширным, как наше. Если мы рассредоточимся и заставим их разделиться, то максимум они смогут атаковать только лишь одну или две наши флотилии, ну и большинство нашего флота гладко пройдет через них, как нож сквозь масло. Глаза Ван Тинь-Луна загорелись. Армия, разделенная на подразделения, чтобы совершить нападение, была лишь одной из моих стратегий. Это была лишь диверсия для неожиданной атаки. Король Фан продолжил говорить: «Я сам лично поведу за собой 30 000 грифовых солдат и также поведу за собой разных вождей сквозь государство Цан. Мы преодолеем горную тропу на севере центрального государства и начнем неожиданное воздушное наступление на город центрального государства. Неожиданная атака и атака с двух сторон. Каким вообще образом город центрального государства сможет от этого отбиться? Южное Лето уже проиграло 2 последовательных битвы, но это было совершенно неудивительно. Король Фан был умелым и умным командиром, а его стратегии всегда били точно в цель. Ну и, по крайней мере, с точки зрения Ван Тинь-Луна, центральное государство точно полностью вымрет в этой войне, гарнизон центрального государства можно было просто полностью проигнорировать. Но армия Южного Лета все еще имела 2 или 3 сотни тысяч кавалерии, но эта боевая мощь была намного меньше, чем была у боевых гончих, так что они просто не смогли бы выиграть прямое столкновение. Ну и покуда армия боевых гончих будет отправлена в атаку, центральное государство точно пойдет под такой сфокусированной атакой, боевые гончие разделятся на 5 групп и нападут. Даже если центральное государство и попытается заблокировать их на воде, и даже с тем, что боевые гончие и не были подготовлены для водных сражений, и что их корабли были просто дерьмом, по самым нерадужным прикидкам они смогут заблокировать только лишь одно или же 2 подразделения. Остальных же армий будет более чем достаточно, чтобы полностью окружить центральное государство. От уже одной этой армии будет очень сложно защититься, и это если даже не упоминать того, что план короля Фана включал в себя скрытную атаку. Он лично поведет свои войска и атакует с севера, и сделает он это, преодолев горы, чтобы потом совершить нападение на центральное государство. Было неважно, каким великим боевым богом был спокойный боевой правитель, ведь для того, чтобы защититься против 600 000 солдат боевых гончих, ему придется послать в бой всех своих солдат, но как только он это сделает, город центрального государства будет лишь пустой оболочкой и под скрытным нападением 30 000 воздушных солдат. Город центрального государства, естественно, падет. Ну и, если город центрального государства падет, будет уже неважно, каким великолепным будет сражение на озере 4 государств. Центральное государство после этого обязательно падет и развалится. Король Фан был достоин называться королем королевства Орлиного захоронения. Придумать такую проницательную и безжалостную стратегию за такой короткий срок было действительно великим проявлением ума и умений. Ван Тинь-Лун и Наньгун Лин были переполнены уверенностью. Ну и несмотря на то, что военный талант Дун Фангяня и не проигрывал королю Фану, в подобной ситуации, где 2 командующих были на равном уровне умений, сила существа уже будет самым решающим фактором. Король Фан наблюдал за тем, как эти двое уходят из его покоев. Он не знал почему, но он продолжал ощущать это мимолетное и слабое предчувствие, что данная битва будет ой как непроста. Глава 347. Пространственный склад. Мэн Цин Ву осматривала различные городские предприятия для проверки новейших структур и развития по всему центральному государству. Война была величайшим катализатором для цивилизационного прогресса. С такой ситуацией, когда боевые гончие уже дышали им в спину и пожирали жадными глазами, центральное государство было максимально сплочено под эгидой единого врага. За какие-то короткие 15 дней все не только подняли свою стадию культивации на целый уровень, но и также секта Юнь из центрального государства продолжала добиваться огромных успехов в развитии. Индустриальный сектор просто взлетел в небеса, и теперь, когда все ресурсы были полностью обкатаны и работали дополняя друг друга, все это дело утроило былую производственную эффективность. Это было вполне неплохо, даже можно было сказать, что очень хорошо. С подобной скоростью производства оружия, если боевые гончие дадут им еще 10-15 дней, то тогда центральное государство будет, по сути, просто непробиваемым. С того момента боевые гончие не смогут так же легко прорвать их оборону. Ну и проблема, которая вызывала у Мэн Цин Ву самую большую головную боль, была, естественно, не этим северным королевством боевых гончих. Новое направление Комитета чудотворной торговли было уже утверждено. Лес хаоса теперь стал реальным регионом для развития Комитета чудотворной торговли, но что до того, как вообще войти в этот регион для развития, это теперь была очень серьезная проблема для всего Комитета чудотворной торговли. Метод Чутеня был слишком рискованный.
Эльфы были такой расой, которая сильно ограничивала себя от внешнего влияния, такой расой, которая не верила и не доверялась другим расам. Так что они просто себя изолировали. Мэн Цин Ву подумывала о том, как заполучить их доверие и поддержку этих эльфов, и единственное, что она смогла придумать, так это действовать медленно и очень тактично. Они должны будут медленно снять эльфийское к ним подозрение и затем сделать так, чтобы они приняли комитет чудотворной торговли как нечто к ним невраждебное. Чу Тянь же взял и прямо добавил принцессу Вивьен в их группу, не оставляя даже и места для обсуждений. Он вообще размышлял насчет статуса Вивьен. Он вообще брал во внимание чувства этих консервативных эльфов. Подобный поступок был явно противоположен завоеванию дружбы эльфов действиями, и данный поступок даже может заставить эльфов стать по-настоящему враждебными к ним и к их группе. Да и чем они там вообще сейчас заняты? Мэн Цин Ву вынула из кармана свое устройство связи, чтобы позвать Ин, и она обнаружила, что сейчас Ин следует за Чу Тянем и Вивьен, которые в текущий момент находятся в секте Юнь. Для чего они вообще пошли в секту Юнь и что они там хотят сделать? Ну и сейчас Мэн Цин Ву привело в секту Юнь любопытство, и она обнаружила, что Чу Тянь создал особую лабораторию специально для Вивьен. Ну и в текущий момент он обучал эту крошку-принцессу, как вообще оперировать всяким оборудованием в этой суперсовременной лаборатории. Это особая комната пространственных исследований, которую секта Юнь специально сконструировала для Вивьен, ну и после сегодняшней ночи я передам все право на нее лично тебе. Чу Тянь произнес это перед тем, как сменить тему для разговора. Чтобы посодействовать тебе в работе, я должен попросить молодую мисс и Ин тебе помочь. Вивьен с огромной радостью терлась то тут, то там, собственно, везде по лаборатории. Тут находилось такое огромное количество новых для нее предметов, а именно таких вещей, которые эльфы ну просто никогда в своих жизнях и не видели. Вивьен только приняли в комитет чудотворной торговли по приказу Чу Тяня, и она уже получила в свои руки особую лабораторию, что делало ее желание принять ее текущий статус еще лишь только сильнее. «Ах, что ты вообще такое говоришь?» Вивьен была ошарашена. Как такое вообще может быть? Ин и старшая сестра Цин Ву являются основателями комитета чудотворной торговли, а я для комитета лишь новоназначенный человек. Вивьен уже привыкла называть Мэн Цин Ву старшей сестрой. И это несмотря на то, что ее возраст по годам был достаточен, чтобы сделать ее по градации старшинства бабушкой Мэн Цин Ву. У Мэн Цин Ву на лице появилась горькая улыбка. Сильные мира сего всегда были в состоянии получать все первыми, так что, маленькая принцесса, вам не нужно быть настолько скромной. Но это же... Вивьен почесала свой затылок на смущенный манер, когда легкая краснота появилась на ее изысканных щечках. Хотя я прожила всего в течение 14 эльфийских лет, я даже не смогу сравниться с Ин, если сравнивать нас по скорости нашего обучения. Даже если не упоминать использование всей этой лаборатории, я боюсь, что я даже не смогу быть и самым обычным исследователем. Это была абсолютная правда. Мэн Ин смогла скопировать небесную книгу изначального духа Мэн Цин Ву уже как очень давно, но и сделала она это для усиления ее способностей к обучению. Теперь же она не проиграет в знаниях любому ученому мужу секты Юнь. Ну и в сравнении с ней, возраст Вивьен был в 10 раз больше возраста Ин, но все же она выросла в обществе эльфов, так каким образом у нее бы появились мысли о правильном и полном обучении. Никто из них не сравнится с силой Вивьен, но ее знания реально проседали. Если рассматривать их в общей массе, Мэн Цин Ву чувствовала, что это все событие было странным. Крошка-принцесса Вивьен не была преданным науке ученым, так на какой черт для нее была приготовлена подобная лаборатория? О чем Чу Тянь вообще думал, принимая подобное решение, Вивьен чувствовала себя очень неловко. Как насчет того, чтобы прямо сейчас я не брала в свои руки бразды главенства над этой лабораторией? Моя культивационная база явно неплоха, и никто с этим не поспорит. Ну и если произойдет битва, возможно, я даже смогу и помочь. Но если говорить об этом в подобных красках, то даже если самый мудрый и самый старый ученый муж твоей эльфийской расы придет к нам сюда, в моих глазах между вами не будет никакой разницы. Ну а что до особого потенциала, который был в тебе сокрыт, я скажу как на духу. Это именно то, что обычные люди просто не могут в себе иметь. Чу Тянь воодушевлял Вивьен. Ты уникальна, и я верю, что ты сможешь сделать такие грандиозные вещи, которые остальные существа в этом мире даже и не помечтают сделать. После этих слов сердце Вивьен моментально начало биться в бешеном ритме. Она была известна в своем окружении как проблемная катастрофа эльфийского клана, и она даже опустила руки и сдалась в своих попытках научиться чему-нибудь новому или же эльфийскому. У нее в окружении не было никого, кто бы хвалил ее раньше, и это даже если не упоминать тот факт, что ее хвалил тот самый идол, которого она уважала больше всего в этом мире. А что за особый потенциал был сокрыт именно во мне? Твоя врожденная пространственная энергия. То, чему Чу Тянь хотела обучить Вивьен, было знаниями над пространственной системой. Было очень сложно создать слаженную систему знаний, которые были сформированы более 20 тысяч лет тому назад. Поэтому, будь то лучший ученый муж в этом мире или же существо с обычным интеллектом, как Вивьен, разницы было никакой. Для того, чтобы заставить тебя понять свой собственный потенциал,
первоначально я выдам тебе небольшую задачку. Чу Тянь выдал комплект достаточно сложных диаграммных массивов специально для Вивьен. Это диаграммный массив пространственной изначальной энергии третьего уровня. Твоей первой задачей будет создать полный и рабочий массив из этого комплекта, и тогда ты поймешь, что именно я имел сейчас в виду. Массив пространственной изначальной энергии, все в этой комнате были просто поражены. Они уже ранее слышали о такой штуке, как массивы огненной изначальной энергии, массивы ветровой изначальной энергии и массивы ледяной изначальной энергии. Ну а что до массива пространственной изначальной энергии, они о таком вообще никогда и не слышали. И этот массив можно было рассматривать как какую-то придуманную фантастику. Пространство было самым сложным для контроля элементом, и захотеть соорудить массив, чтобы производить пространственную энергию, разве было чем-то, что вообще можно было сделать? Вивьен держала в руках этот комплект диаграмм и сказала, а какой эффект будет от этого массива? Чу Тянь выдал Вивьен такой взгляд, который был наполнен ободрением для этой маленькой девочки. Не задавай пустые вопросы, просто попробуй и все узнаешь. Независимо от того, насколько тупой был человек, он все равно имел бы самые базовые навыки для создания самых обычных массивов изначальной энергии. Чу Тянь уже выдал ей подробную диаграмму, и Вивьен оставалось лишь следовать методу, который был начертан на информационной табличке данного массива. С ее стадией культивации в виде настоящего духа и с ее божественным ощущением мира из-за ее лампы разума, это все для нее было лишь несложной задачей, чтобы она, собственно, ее и завершила. Но данный массив изначальной энергии был явно необычным. Материалы, что Чу Тянь для нее приготовил, все были драгоценными предметами третьего уровня. Также тут в сторонке находились 4 гигантских батареи изначальной энергии, которые будут предоставлять энергию для этого массива изначальной энергии. Тогда я начинаю. Маленькое личико Вивьен сложилось в серьезной гримасе. Ведь это будет первый ее раз, когда она продемонстрирует этим людям ее настоящую силу, ну и она не сможет остановить эту цепочку событий в самый критический момент. Она выпустила свое божественное ощущение мира, которое никак не проигрывало по мощности Чу Тяню, и оно даже было немного сильнее. Ну и когда она один раз просканировала данную диаграмму с головы до ног, каждая маленькая деталь намертво запомнилась в ее небольшой голове. «Восстань!» Ручка из кристаллического камня самостоятельно поднялась в воздух. Вивьен напрямую контролировала данную ручку своим божественным ощущением мира. Она использовала ее, чтобы начертать на куске камня, который был специально создан, чтобы сдерживать данный массив. Ну и через срок в примерно 30 минут сложный и законченный массив пространственной изначальной энергии был полностью начертан. Мэн Цин Ву была шокирована, когда она увидела сложную запутанность данного массива. Мэн Цин Ву была явно непростой девочкой, и ее можно было даже рассматривать как половинку ученицы Чу Тяня. Ну и из всех технологий, что имел у себя в арсенале Комитет чудотворной торговли, единственным человеком, который понимал их все, была именно Мэн Цин Ву. У Мэн Цин Ву были великолепные способности к обучению, ну и способность к запоминанию из-за ее небесной книги позволяла ей даже превзойти Гу Цин Цу и Юнь Тиньхэ, этих лучших ученых мужей, в самый кратчайший срок. Но вот эта штука под названием массив пространственной изначальной энергии был именно тем, о чем она ранее никогда до этого и не слышала. Ну и не то, чтобы Мэн Цин Ву никогда ранее не видела массивы образования третьего уровня, она просто никогда до этого не видела такой вот массив, который был настолько запутанный и настолько сложен для понимания. Все его части и вся его структура была очень запутанной и сложной. Но если бы этот массив увидели бы эти старые реликты, которые прожили на этом свете уже бог знает сколько лет, то они бы точно обезумели от возбуждения и волнений. Вивьен стерла со своего лба пот, когда она сама начала произносить фразу с голосом, который был наполнен удивлением. Это самый сложный и структурированный массив изначальной энергии, что я вообще видела в моей жизни, но все же, каково его применение? Не спеши. Чу Тянь повернулся и обратился Мэн Ин, которая стояла от него в стороне. «Ин, помоги мне включить энергетические колонны». «Хорошо». Мэн Ин подошла к переключателям на батареях изначальной энергии, и, дернув за них, 4 энергетические колонны сразу заполнились большим количеством энергии. Сложно запутанный пространственный массив был активирован, и он моментально трансформировался в невероятную энергию. Невероятно сильные энергетические колебания начали искажать пространство, быстро становясь все сильнее и сильнее, перед тем, как сформировать настоящую черную дыру. Это же Мэн Цин Ву и Мэн Ин не смогли почувствовать всего происходящего, но вот Вивьен явно могла. Там внутри этой черной дыры находится стабильное пространство, которое похоже на пространство хранилища, которое были нужно, чтобы хранить там предметы. Боже правый, оно такое огромное, оно практически 30 метров в диаметре. Что ты сейчас только что сказала? Глаза Мэн Цин Ву сейчас практически вылетели из орбит. Это же пространство хранилища. Вивьен закивала на дикий манер. Верно, теперь я все поняла. Оказывается, применение этого массива очень просто. Он служит для создания стабильного пространства. Я ранее никогда еще не видела настолько таинственные массивы. Он на самом деле смог создать и сформировать стабильное пространство.
Как только пространство было сформировано, в нем не будет происходить никаких изменений, и в него можно будет даже засовывать предметы. Были ли предметы, которые позволяли вам хранить предметы в сжатом пространстве ценными, но ответ на это будет прост, а они считались бесценными. Даже если человек будет жаждать их всей своей душой и будет иметь бесконечное количество денег, он все равно не сможет купить хотя бы пару таких предметов, если он даже выкупит все подобные предметы по всей стране Южного лета. Ну и причина, почему данные предметы хранилища были такие дорогие, была в том, что они были созданы из особых материалов, которые содержали в себе энергию пространства, и что подобных предметов было очень маленькое количество по всему этому континенту. Теперь же Чутянь с легкостью создал стабильное пространство и такое, которое было настолько огромно. Естественно, все существа будут находить данное событие очень сложным. Чтобы в него просто так поверить, Чутянь кивнул и сказал: это массив пространственной формации, который служил только для того, чтобы создавать небольшое пространство. Ну и чем больше энергии в этот массив будет поступать, тем больше будет данное пространство внутри. Мы сможем, основываясь на этой технологии, создавать пространственные склады. Однако же, если сравнивать их с предметами-хранилищами, то пространственные склады намного менее гибки. Эта технология имеет множество разных перспектив. Чутянь как-то просто ее представил. Я выдам вам пример. Мы сможем использовать эту пространственную технологию, чтобы транспортировать наши предметы по всем уголкам данного континента. Это означает о том, что мы сможем сложить что-то здесь в этот пространственный массив и уже в другой части континента открыть такой же пространственный массив, который будет вести именно в это же пространство для того, чтобы достать все эти предметы, сложенные внутри, уже именно там. Одного этого применения уже хватает за глаза, чтобы превзойти само понятие перспектива. Если коммуникационная технология Чутяня уже позволяла любому человеку или существу обмениваться информацией по всему континенту, то эта технология по созданию стабильного пространства могла позволить переносить материалы по всему данному континенту, что позволит Комитет чудотворной торговли распространить свое влияние просто по всему миру. Эта технология не только имела огромный коммерческий потенциал, но она даже сможет создать оглушительно подавляющую революцию. У меня есть законченная теория, но технология пока еще не совсем стабильна. Чутянь взглянул на крошку принцессу Вивьен. «Мне нужны твои врожденные способности и твои отличные навыки, чтобы вместе со мной улучшить эту великую технологию, и в этом и была причина, почему данная лаборатория и была вообще создана. Ты готова принять данную работу в свои руки и взять на себя ответственность за улучшение нашего мира?» Вивьен сейчас даже не могла и говорить. Она же только вступила в Комитет чудотворной торговли именно в этот самый день, поэтому выдача лично ей подобной, невероятно важной задачи накладывала на нее огромные обязательства и делала Вивьен очень важной фигурой. Вивьен же ясно чувствовала, что вот этот выданный ей шанс даст ей возможность изменить весь и континент. Глава 348. Начало решающей битвы. Я обязательно завершу эту задачу с отличием. Спина Вивьен выпрямилась по стойке смирно, когда ее лицо озарилось красной краской, ну и она прокричала эти слова, как будто давала сейчас армейскую клятву. Мэн Цин Ву в сердцах была уверена, что Вивьен уже нашла свою роль в этой жизни. Чутянь готовился превратить эту маленькую девчушку Вивьен в первого пространственного инженера Комитета чудотворной торговли. Ну, из-за ее дублируемого изначального духа, Мэнин также могла заполучить в свои руки пространственную силу, но она была недостаточно сильна и не могла позволить ей манипулировать пространством, так что единственное, что он могла с ней сейчас делать, это передавать ее Вивьен в качестве поддержки. Мэн Цин Ву же была ответственна за ресурсы. Ну и они все сейчас хотели создать полноценный пространственный склад как можно скорее. Так, каким образом Вивьен могла сейчас быть не возбуждена и не радостна, ей пришлось пройти десятки тысяч миль, чтобы только попасть в эту страну южного лета, и ей приходилось всегда быть под риском того, что ее за подобные действия сильно накажет ее собственное племя. Но теперь все это, ей казалось, что того явно стоило, она была словно путешественник, который сбился с пути и плутал на протяжении нескольких лет, и теперь он наконец-то нашел себе путь, который вел его прямо домой, Вивьен. Поклялась, что она не посмеет позволить себе подвести ожидания Чутяня. Эльфы не особо-то и заботились о том, чтобы оставить свои имена в написанной истории, но вот все, что можно будет оставить для лучшей жизни их следующих поколений, не могло ими просто так игнорироваться. Ну и как только пространственный склад будет наконец-то завершён, ее племя подобной заслугой будет точно шокировано, ну и на текущий момент. Мне всего лишь нужно будет принести домой пространственный склад и тем самым позволить всем этим твердолобым эльфам понять, насколько великолепным был этот предмет. Ну и после этого, кто вообще посмеет сказать хоть слово против моих действий и решений? В конце концов, для эльфийской расы пространственный склад был как предмет, который был взят прямо из фантастики. Эльфам не нравилось контактировать со всем остальным миром, и если они желают улучшить их качество жизни, то теперь это сделать было намного сложнее, чем раньше, когда у них было примитивное общество. Но теперь дела обстояли абсолютно иначе. Эльфам не придется контактировать с другими расами, покуда у них будут пространственный склад и устройство связи.
Ведь с ними они смогут покупать любые материалы или предметы, которые они только пожелают, и они смогут это делать, даже не выходя из дома. Как говорится, покуда они сделают звонок через устройство связи и загрузят достаточное количество изначальных энергетических камней в пространственный склад, то они из-за этого смогут получать предметы прямо с другой стороны данного активированного пространственного склада. Как же это удобно, как же это прекрасно. Подобные действия не разрушат спокойную жизнь этих эльфов и позволят всем этим эльфам продавать их особые продукты по всему миру, даже не выходя из дома. Эти действия также позволят ресурсам высокого качества ворваться в экономику эльфов, позволяя этим эльфам стать лишь только богаче, сильнее, и они даже смогут улучшить их стандарты обыденной жизни. Даже эти старомодные эльфы не откажутся от настолько хорошей сделки. Если Вивьен среди всех эльфов станет создателем первой партии этих пространственных предметов, то она станет одним из величайших героев за всю эльфийскую историю, ведь потому что те, кто действовали первыми, всегда получали наибольшую выгоду. Эльфы смогут заполучить из этого просто огромное преимущество, и это произойдет еще до того момента, когда остальные силы этого мира даже и успеют отреагировать, так что они станут богаче и могущественнее намного быстрее, чем все остальные. Вивьен даже сейчас подумывала о том, чтобы вообще не возвращаться домой, даже если ее отец лично придет к ней на порог. Она все равно отсюда никуда не уйдет. Вивьен сейчас смотрела на Чутеня, как если бы она смотрела на всеми уважаемого духовного бога. Я никогда бы и не подумала, что ты даже знаешь, как создавать стабильные пространства. Есть еще хоть что-нибудь в этом мире, чего ты сделать не можешь? Ну и, хотя я и не могу отрицать того, что я действительно могущественен, все же это массивное образование не создает пространства, а скорее оно его просто заимствует. После сказанного Чутянь рассмеялся. Несмотря на то, что он действительно наслаждался обоготворением его личности, что разносились из уст этого маленького эльфа, Чутяню все еще нужно было распространить знания о подобной пространственной технологии. Я и вправду могу создать стабильное пространство, но силы массива пространственной изначальной энергии третьего уровня было явно недостаточно, чтобы создать настоящее и стабильное пространство. Массив может только лишь заимствовать уже изначально созданное пространство. Заимствовать. А что ты вообще подразумеваешь под словом «заимствование»? Ну, пространство просто немыслимо глубоко, ты не можешь изучить его за какую-то одинокую ночь. Однако же, раз у нас сейчас и вправду есть немного времени, я объясню тебе о нем хотя бы чуть-чуть. Чутянь указал своим пальцем на массив пространственной изначальной энергии и сказал: этот массив изначальной энергии выглядит как предмет хранилища только лишь на поверхности, но на самом деле оно не создает пространство. Вместо этого оно захватывает уже существующее пространство в ловушку, а именно то, что уже существует в этом мире в течение очень долгого времени. Чутянь выдал этим троим девчушкам основополагающий взгляд на теорию видимого и невидимого пространства. В общем, данный мир был похож на гигантский пузырь с воздухом. Ну и когда великий античный мир был разрушен, этот гигантский пузырь лопнул и превратился в кучу маленьких пузырьков, ну и эти маленькие пузырьки потом разделились, чтобы после сформировать в себе различные пространства. Каждый отдельный пузырек также содержал в себе огромное вариативное количество других, более маленьких пузырьков. Ну и небольшое количество именно этих маленьких пузырьков смогут при конденсации и при эволюционном взрослении образовать в себе пространственные структуры. Эти пространственные структуры можно будет затем использовать, чтобы создать множественные входы в различные таинственные измерения. Однако же, большинство этих маленьких пузырьков, из-за того, что они были слишком малы, не смогут эволюционно развить в себе пространственные законы, и поэтому они не смогут стать настоящим твердым пространством, которое сможет содержать в себе жизнь. Пространственные склады были такой технологией, которая использовала именно эти пузырьковые пространства. Массивы изначальной энергии пробивались в эти пространства, затем хватали его, обволакивая со всех сторон, и после создавали постоянный пространственный туннель в это скрытое от всего мира пространство. Ну и таким вот образом они превращали подобные пространства в предметы хранилища. Так вот оно значит как. Эта троица внезапно все поняла. Ну и несмотря на тот факт, что это были лишь самые базовые пространственные законы, это все равно можно было рассматривать как слишком прогрессивное научное направление для этих трех все еще несмышленных детишек. Ну и простыми словами, это для них была практически огромная дверь в совершенно новый мир. Ну и потому что само по себе пространство уже существует в виде этих пузырьков. Когда мы решим остановить работу массива изначальной энергии, предметы, которые мы положим туда внутрь, естественно, не исчезнут. Ну и когда нам понадобится их наконец-то вынуть, нам нужно будет открыть туда проход в очередной раз и просто оттуда достать лежащие там предметы. Сердце Мэн Цин Ву было переполнено радостью. Это и вправду безопасное и идеальное открытие. Мэн Цин Ву обнаружила, что для того, чтобы поддерживать подобное пространство, потребуется огромное количество энергии. В их 4 энергетических резервуарах половина энергии уже была израсходована, и это произошло после активации массива на какой-то лишь короткий срок.
Ну и несмотря на тот факт, что подобную цену за использование пространства и можно было считать очень низкой в их технологическую эру, все же подобные энергетические резервуары нельзя было использовать множество раз подряд. Если энергия в резервуарах полностью истощится, то и пространственный склад также испарится в небытие, так что это было слишком небезопасно. Ну и, если на массив и энергетический склад внезапно нападут или он случайно сломается, разве это не будет означать о том, что данный пространственный склад также потеряется навсегда? В общем, после понимания всех конкретных принципов работы данной технологии по захвату пространства, Мэн Цин Ву почувствовала себя намного более свободной. Как только данная пространственная технология будет надлежащим образом развита, для нее будет просто огромное количество применений, Чутянь произнес. Данная технология очень привлекательна по всем своим параметрам, но с ней пока существует огромное количество проблем, которые надо будет в срочном порядке решить. Эти слова немного сбили Мэн Цин Ву с ее радостных мыслей, а я чувствую, что она уже идеальна, так почему мы ее пока все еще не можем использовать? С ней есть две фундаментальные проблемы, которые срочно нужно решить. Начал объяснять Чутянь. Во-первых, в этом мире существует несколько сотен миллионов подобных пространств, и они все будут разными по размеру и разными по свойствам. Если массив просто на пофиг призовет к себе одно из таких пространств, то неизвестно, к чему он присобачится и, собственно, к чему он откроет проход. В общем, оно, возможно, и сможет обнаружить подходящее для нас пространство на первый раз, но и затем оно может уже в следующий раз просто зацепиться за абсолютно другое пространство. Если у нас не будет какого-то предмета или технологии, который будет распознавать пространство или же оставлять на них координатные метки в виде маяков для последующего соединения нашего мира с ними, то данная технология не найдет у нас никакого применения. Вот так сейчас и обстояли их дела с пространствами. Ну а в чем была вторая проблема? Ну а насчет второй проблемы мы будем уже размышлять более поздним днем. Сначала нам нужно защититься от незаконного проникновения в наше пространство. Ведь для примера, наши пространственные склады будут силой открыты какой-нибудь силой, умеющей открывать пространственные проходы и использовать пространственные законы. Ну и, если подумать, с технологической точки зрения подобные манипуляции провернуть будет, просто очень сложно, но для нас будет лучше ко всему изначально подготовиться, ведь кто знает, что может произойти. Чутянь решил начать развивать технологии манипуляции пространством, так что он будет делать все, что от него зависит, чтобы довести данную технологию до совершенства. Ну и это было потому, что пространственные технологии слишком отличались от остальных технологий. Технологии, которые он ранее вынул на всеобщее обозрение, все были лишь технологиями низкого уровня, которые можно было с легкостью заменить технологиями более высокого уровня. Ну и только эта технология пространственной манипуляции была чем-то, что он просто не смог бы заменить. Технология пространства имела бесконечные возможности, и он уже лично решил сконструировать для нее его собственный путь. Однако же, самый старт данной пространственной технологии уже начинался с материалов третьего уровня. Чутяню все еще нужно было время, чтобы прорваться в стадию настоящего духа. Ну и принимая во внимание эльфийскую важность для стратегии Комитета чудотворной торговли, Чутянь решил научить Вивьен низкоуровневым пространственным техникам. Это впоследствии будет рассматриваться как важный козырь, который можно будет использовать в будущем для того, чтобы склонить эльфов на свою сторону. Культивация Вивьен была явно не слабой, у нее также был врожденный талант к пространственной энергии, еще она была эльфийской принцессой и была несравненно чиста, ну и в конце концов она походила под критерии стратегической цели Комитета чудотворной торговли, так что она уже выполнила разные для этого условия. Чутянь сказал для Вивьен: «Если ты хочешь быть квалифицированным пространственным инженером, то тебе нужно научиться, как находить, маркировать и трансформировать пространство. Начиная с этого дня, единственной личностью, которую я буду обучать пространственным законам с самого начала, будешь только ты. Первый пространственный склад Комитета чудотворной торговли будет вверен лично в твои руки». Лицо Вивьен полностью закрасилось красным. Казалось, что каждая капелька крови в ее организме сейчас просто кипела. Первый континентальный пространственный инженер. Я хочу стать первым континентальным пространственным инженером. Вивьен хотела закричать из-за ее бесконтрольной радости и из-за всего возбуждения от счастья, которое она сейчас испытывала. «Успокойся, я должна успокоиться. Я теперь важный член Комитета чудотворной торговли». Чутянь никогда бы не захотел вверять в руки настолько важную технологию какой-нибудь незрелой личности. Чутянь не знал, плакать ему сейчас или смеяться, когда он увидел, что эта маленькая эльфийская принцесса сдерживает сейчас дикими потугами распирающие ее эмоции. Ладно, продолжай изучать всю информацию о фундаментальных пространственных законах. Выучи все, что сможешь прочесть и найти юную мисс, если ты не сможешь ничего из этого понять. Ее изначальный дух особенный, и он в 100 раз лучше твоих способностей к обучению. Тезисы, ссылки, законы и информацию, что ты не сможешь понять, она в свою очередь с легкостью поймет, переварит и изложит в простейшем виде, ну и еще до того, как он успел закончить предложение. Рыцарь на Грифоне внезапно ворвался прямо в секту Юнь. «Приветствую правителя-защитника страны, маркиза Облачного сна. У нас образовалась срочная военная ситуация. Ваше Величество просит вас двоих быстро явиться во дворец».
Мэн Цинву это немного ошарашило. Что произошло? Рыцарь на Грифоне имел сейчас на лице очень серьезное выражение. Разведчики заметили передвижение войск боевых гончих, я боюсь, что решающая битва уже вот-вот начнется. Они и вправду знают, как выбирать правильное время для атаки. Чутянь покачал своей головой на депрессивный манер. Он начал обращаться к этой крошке эльфу с извиняющимся взглядом на лице. «Извини меня, но я буду занят на протяжении как минимум пары дней, так что твое обучение придется немного отложить». Глаза Вивьен стали практически выплевывать пламя. Черт, эти ненавистные и грязные духовные звери, разве они не могли прийти в любое другое время? Почему им нужно было припереться в самый важный момент жизни этой крошки-принцессы? Это же писец как бесит, я должна уничтожить их. Уничтожить их всех. Мэн Цинва увидела взбешенную маленькую эльфийку, и ее сердце слегка пропустило удар. Она быстро произнесла призывным голосом: «Страна Южного Лета вот-вот начнет сражение с королевством боевых гончих. Сама битва обязательно будет опасной, и все центральное государство станет полем сражения. Ну и как посторонний человек для этого места, тебе в силу своего статуса не следует вмешиваться в эту войну. Как насчет того, чтобы ты сперва покинула территорию этого государства на пару дней, а затем, когда все закончится, ты сможешь вернуться обратно?» Да как я могу вообще это сделать? Я же уже присоединилась к комитету чудотворной торговли. Вивьен беспокоилась о том, какие проблемы возникнут с комитетом чудотворной торговли из-за вмешательства в их дела этих коварных духовных зверей. Ну и когда она услышала, что Мэн Цинву собиралась дальше сказать, она сразу же обрубила ее на корню: «Не говори ничего. Я должна в этот раз сражаться против этих духовных зверей со всеми вами, как ваш надежный товарищ». Ну и на самом деле, я, Вивьен, всегда ненавидела этих духовных зверей и желала всем сердцем уничтожить их всех. Вивьен упрямо объявила о своем желании вступить в эту битву. Чутянь, естественно, желал подобного развития событий. Ну а что насчет его совести за обман и подстрекательство маленькой девочки? Даже не упоминайте об этом. Разве Чутянь наивно полагал, что эльфы были группой существ, которые были переполнены состраданием? Приятные личные качества эльфов не были обманом, но это было только лишь для существ их же расы. То, что эльфы могли жить на этом континенте в течение всех этих лет, говорило о их воинственной натуре, из-за которой они вырезали множество рас, и они именно на их костях строили свою лесную империю. Только из-за одного этого их качества с ними уже было ой как непросто справиться. В этом мире было бесчисленное количество рас, которые были уничтожены из-за их общих обид с этими эльфами. Ну и когда эльфы сражались со своими врагами, то они не были ни капельки более милостивы, если сравнивать их с людьми. Как говорится, кровожадные ублюдки в бою и лицемеры в общении. Глава 349. Чутянь отправляется на битву. Ненависть Вивьен к духовным зверям была вполне обоснована. Духовных зверей можно было по-настоящему считать заклятыми врагами эльфов. Эльфы правили этим континентом в течение очень долгого времени, но у эльфов был слишком медленный прирост населения, и они по своей натуре были совсем не агрессивны, поэтому они были выгнаны со своих земель этими агрессивными духовными зверями. Ну и в конце концов между этими двумя расами произошла одна жесточайшая битва. У эльфов было невероятно огромное преимущество над этими духовными зверьми, и в этой битве они практически их полностью истребили. Вот только духовные звери даже не заботились о своих собственных жизнях, и они были такой расой, у которой были невероятно мощные репродуктивные способности, так что из-за них эта раса духовных зверей смогла полностью восстановить все свое население за каких-то жалких пару десятилетий. Далее эти две расы постоянно сражались друг с другом на протяжении следующих нескольких тысяч лет, ну и из-за постоянных войн популяция эльфийского клана все продолжала и продолжала уменьшаться, ну и когда их в конце концов начали подавлять огромным количеством просто со всех сторон, ситуация с их расой становилась лишь только хуже и хуже. Ну и наконец-то, в последней и решающей битве духовные звери победили эльфов и заставили эльфов, которые однажды правили всем этим континентом, упасть с небес на землю. Ну и когда духовные звери наконец-то победили, то они внезапно пришли к таким мыслям, что, мол, надо бы занять позицию эльфов и наконец-то править всем этим континентом, но внезапно для них другая раса внезапно вступила в битву с ними за континент. И этой расой была раса людей. Репродуктивные способности людей, но ни капельки не проигрывали репродуктивным способностям духовных зверей. Ну и если к этому давать их мудрость, культуру, коварность и адаптивные способности, то из этого можно было сделать вывод, что королевство людей и королевство духовных зверей были равны по силе, развитию и приросту армии. Поэтому они после первичных сражений просто не смогли выявить победителя прямо на месте. Ну а эльфы, которые однажды были властителями всего континента, сейчас все еще представляли весомую силу, но несмотря на то, что по индивидуальной силе они все еще были на самой вершине, если рассматривать происходящее в долгосрочной перспективе, эти эльфы больше не имели возможностей, способностей или же влияния, чтобы в очередной раз начать доминировать над всем континентом. Все же их осталось слишком мало.
Ну и сколько эльфов уже было убито этими духовными зверями? Можно было сказать, что практически 99% их населения. Из-за произошедшей кровавой истории между этими двумя расами в виде эльфов и духовных зверей, эльфы теперь были просто переполнены враждебностью по отношению к этим духовным зверям. Вивьен рассказывали все эти истории про их кровожадность с самого раннего детства, ну и если добавить к этому то, что духовные звери все еще совершают набеги на лес хаоса каждые пару дней, то в глазах Вивьен данные духовные звери были воплощением всего зла на данной земле. Они были для всего континента такими существами, которые были подобны ядовитым и паразитирующим жукам. Эти жестокие животные должны быть полностью истреблены, ну и несмотря на то, что эльфы и не испытывали к людям никаких добрых чувств, потому что людские торговцы рабами всегда крали именно эльфийских девочек, но если сравнивать их с духовными зверьми, то люди для них считались довольно-таки добрыми существами. Во временной резиденции короля центрального государства. Все призванные сюда люди из Комитета чудотворной торговли уже были полностью собраны в зале. У принцессы Вивьен на голове была надета корона из цветов, а на теле у нее красовалось платье из зеленых листьев, которое открывало восхитительный вид на ее нежные и длинные ноги. Эта странная чужеземная одежка из другой расы слишком выделялась, когда, собственно, и была сейчас показана среди обычных тут людей, ну и, естественно, Дун Фангань также ее заметил. Его глаза слегка задержались на ее теле при осмотре людей перед ним, но он по этому поводу решил ничего не говорить. Армия боевых гончих снялась с расположения и приступила к продвижению к нашим границам. Нашей армии нужно срочно к ним подготовиться. Король Южного Лета, пожалуйста, будьте спокойны. Начала говорить Мэн Цин в с полной уверенностью в своих словах. У нас уже есть более сотни тысяч пушек изначальной энергии и более 10 тысяч бомб изначальной энергии. Если мы сможем экипировать ими наш флот центрального государства и сможем перехватить врага именно на воде, то тут уже не будет уверенности, кто из нас в конечном итоге одержит победу. Маркиз облачного сна ошибается. Боевые гончие имеют больше 600 тысяч солдат, ну и приводя всю их армию к нам на сражение, они делают эту битву по-настоящему решающей. Количество нашей северной армии было меньше 300 тысяч солдат, и единственный плюс, который можно было сейчас не найти, это то, что она состоит в основном из кавалерии, так что в морском сражении данная армия не особо то и потеряет общей боевой силы. Гарнизон центрального государства имеет 100 тысяч солдат, и он не является основной боевой силой нашей страны Южного Лета, так что их сила была слишком незначительна, чтобы хоть как-то повлиять на эту войну. Если две наши армии столкнутся в прямом сражении, то мы будем более слабой стороной в этой войне, и мы не будем иметь в ней никаких преимуществ. Эти слова не были неправильными. Если сравнивать эти две страны по силе их армий, то армия Южного Лета была явно не противником армии боевых гончих. Боевые гончие обычно никогда не дерутся на воде, но по какой причине вы подумали, что армия Южного Лета имела хоть какой-то опыт в морских сражениях? Мощное кавалерийское подразделение будет драться в морском сражении. Так, каким образом они смогут показать всю свою удаль и мощь? Они будут прямо как волки без своих когтей и клыков. Ну а насчет армии центрального государства, так ее можно было даже вообще и не упоминать. Они не являлись основной силой их государства и не смогут как бы сделать, ну, хоть чего-нибудь полезного. Если эти две армии начнут свое сражение, то их сторона будет уничтожена как карточный домик уже в первом же сражении, так что от них не было никакого толку. Одним из главных особенностей настоящего главнокомандующего было то, что он просто не мог забывать о сравнении силы всех сторон предстоящего конфликта. Дун Фангань посмотрел на карту 6 южных стран, которая была подвешена на стене. Если бы я был бы королем Клыком, тогда бы я не стал сражаться на воде. Я бы не медлил и секунды и отправил бы всех моих солдат на высадку с кораблей, и затем бы я полностью уничтожил бы армию Южного Лета в битве на земле. Если мои предположения верны, то боевые гончие разделят их флот на половине пути к точкам их высадки. Они используют разные маршруты, чтобы добраться к нашим вратам, и затем они объединятся вместе на земле, чтобы начать одну последнюю и решающую битву. Лица всех людей в зале моментально поникли. Если все будет происходить так, как и говорит их король, то тогда для них все будет очень печально. Они не знали, как именно будет действовать армия боевых гончих, и у армии центрального государства не было никакого численного преимущества, так что они просто не смогут их окружить. Один из генералов встал и произнес: «Мы должны быстро отправить наши войска и атаковать их разделенные армейские части по одному». Это будет сделать не так уж просто. Озеро 4 государств слишком огромное, и их маршруты могут изменяться в реальном времени и почти моментально, так как мы сможем заблокировать 600 тысяч рассредоточенных во все стороны врагов. Дун Фангань произнес это, а затем добавил: к тому же эти их главные силы, посланные данным путем к нашему центральному государству, могут быть лишь отвлекающим маневром. Я хорошо изучил стратегии короля Клыка, и он, скорее всего, использует против нас засады и уловки.
Скорее всего, он сам поведет за собой воздушные силы над северными горами, и пока мы будем сражаться с боевыми гончими на озере 4 государств, он запустит против нас скрытное нападение, которое будет направлено на город центрального государства. Как говорится, он вонзит свой кинжал в наше самое слабое место. Все посмотрели друг на друга с пустыми взглядами в глазах из-за отрешения и печали. Эти генералы Южного Лета следовали за Дунфанганем уже в течение очень многих лет. Проницательность Дунфанганя была на очень высоком уровне, а его чувство предвидения было также очень сильно. Он мог каждый раз точно просчитывать любое возможное поведение врага, но и в этом и была причина того, почему он до сих пор оставался непобежденным. Все моментально подумали о первых 2 битвах. Похоже, что король Клык и вправду воплотит подобный план в жизнь и сделает что-то подобное. Ну и если это и вправду будет именно так, то каким образом страна Южного Лета вообще сможет от него защититься? Страна Южного Лета просто слишком слаба. Ну и неважно, были ли у них в противниках наземные войска или воздушные юниты, им все равно будет очень сложно против них сражаться, а еще сложнее дать им отпор. Чутянь же по какой-то причине начал смеяться. Дунфангань же ждал того, когда этот проницательный парень начнет наконец-то говорить, но когда он увидел, что этот парень открыл свой рот и по какой-то причине начал смеяться, он незамедлительно спросил, почему наш правитель-защитник страны смеется? Король Южного Лета что, действительно об этом позабыл? Или вы делаете это намеренно? Наши воздушные силы, естественно, нельзя даже сравнивать, но у нас есть подводные юниты, которые королевство боевых гончих просто никак не могло бы иметь. Битва на озере 4 государств будет происходить на территории страны Южного Лета. Ну и покуда вы дадите мне 100 000 людей и вооружите их оружием, произведенным нашим комитетом чудотворной торговли, я вам могу гарантировать, что эти 600 000 солдат боевых гончих даже не смогут и прорваться через нас. Ну а что до оставшихся 300 000 солдат, то они смогут оставаться тут и защищать город Центрального Королевства. Я верю в то, что боевые гончие не смогут прорваться через нас и ступить на территорию Центрального государства. 100 000 людей, все продолжали смотреть друг на друга в ошарашенном смятении. Разве это не слишком невероятно? Чутянь был переполнен уверенностью. Я никогда не бахвалился и не пускаю слова на ветер. Если я говорю, что я смогу это сделать, то я, естественно, это сделаю. 100 000 людей будет достаточно. Так что, вы мне просто не верите. Дунфангань размышлял в течение пары секунд. Я выдам тебе 200 000 человек, но советую не быть настолько жадным на заслуги. Ты должен сконцентрироваться на задерживании наших врагов и на подрыве их позиционного наступления. Если в городе Центрального государства будет 200 000 людей на охране, то его безопасность будет более чем гарантирована. Дунфангань также сказал, я также выдам тебе рыцарей на грифонах, чтобы они защитили наш флот Центрального государства с воздуха. Так что сфокусируйся на уничтожении противника, тебе нет никакой нужды волноваться насчет города Центрального государства. Черт, этот долбанный твердолоб все еще мне не верит. Но если ты мне не веришь, то я также не буду верить лично в тебя, на что Чутянь ему и ответил, чтобы защитить центральное государство, я оставлю немного людей из нашего комитета чудотворной торговли для усиления общей защиты города. Наньгун и Нэвивьен, вы втроем останетесь в городе центрального государства и поможете королю Южного Лета. Наньгун Юнь и Мэн Ин. Какая вообще польза от этих 2 бесполезных девчонок? Взгляд Дунфанганя пал на Вивьен, и он вспомнил слова Чутяня. Люди комитета чудотворной торговли. Когда Чутянь произносил эту фразу, данная эльфийка не показала своим личиком никаких возражений против такого высказывания. Что вообще тут, происходит? Как Чутянь смог захватить в своей сети данную эльфийку, да и настолько быстро, да какое происхождение было у данной эльфийки? Что он смог заманить ее в свои сети без всяких проблем? А какая к черту разница, сейчас идет критически особенное военное время. Данная эльфийка очень сильна, так что она сослужит мне довольно-таки хорошую службу. Дунфангань незамедлительно выдал имперский указ. Маркиз Божественного Ветра Центрального государства, Чутянь и Мэн Цин Ву поведут флот Центрального государства на озеро 4 государств, чтобы встретиться там с огромным количеством приближающихся врагов в виде армии боевых гончих. 300 больших военных кораблей уже ждали приказов. 200 000 солдат Южного Лета уже плотным строем собрались в порту. Король Южного Лета Дунфангань лично сопроводил и отправил данные войска на войну. Модель ведения дел Дунфанганя сильно отличалась от Дунфанхао. Он не вел себя как какая-то пустышка в виде куклы на троне, которая просто бы мотивировала войска, лишь стоя в своем комфортабельном замке. Он незамедлительно начал координировать линию поставки ресурсов и оборудования, чтобы его солдаты ни в чем не нуждались. 100 000 солдат кавалерии Лазурного Шторма оставили своих лошадей на земле и превратились в солдат-моряков. Король Южного Лета был очень проницателен в боях, и поэтому большинство из этой 100 000 солдат повсеместно были хорошими лучниками, поскольку это было очень важно в подобном типе противостояния на воде. Из этих 200 000 солдат только треть из них получила в свои руки автоматы изначальной энергии. Ну а те, кто не был экипирован автоматами изначальной энергии,
получили в свои руки по тяжелому арбалету. Хонг, донг, донг. Раздался глубокий звук проворачивающихся колес. Эта арбалетная артиллерия, которая была сделана Комитетом чудотворной торговли, в данный момент была на колесиках и, собственно, была погружена прямо на корабли. Эта арбалетная артиллерия изначальной энергии была по факту тяжелыми арбалетами, которые были сильно модифицированы, и то, чем они стреляли, было разрушительными разрывными болтами. Всего на корабли погрузили 100 таких массивных установок. У них была эффективная дальность стрельбы в несколько тысяч километров. В каждой артиллерийской установке было одновременно заряжено по меньшей мере 30 арбалетных болтов. Данное оружие стало самым важным и самым разрушительным оружием, которое вообще было у их небольшого флота. Оно не только могло калечить огромное количество врагов, но и также, при попадании взрывных болтов во врага, был шанс того, что такими взрывами они смогут потопить корабли боевых гончих. Ну и кроме этой арбалетной артиллерии изначальной энергии, Комитет чудотворной торговли также произвел несколько установок, которые можно было использовать с огненной взрывчаткой. Ну и в сравнении с этим кустарно сделанным метательным оружием в виде арбалетов, эти пусковые установки были намного более точны, и их снаряды были сделаны особым способом, да так, что они внутри имели просто ужасающую деструктивную мощь. Ну и на вершине их торта в виде особого вооружения 2 блестящие пушки изначальной энергии были установлены в корпус корабля, на котором Чутянь, собственно, сейчас и стоял. Эти 2 пушки изначальной энергии были мощнейшим вооружением, которое их Комитет чудотворной торговли вообще смог произвести на свет по сей день. Даже со всеми их заводами, которые в данный момент активно работали, они смогли сделать до сих пор только лишь 4 подобных пушки. 2 из них остались в Центральном государстве на защите, когда 2 других были взяты с собой на битву, чтобы показать их противникам, что такое настоящее стирающее все живое оружие. Все приготовления уже были завершены. Поднять паруса. С резким звуком духового рога, который распространился по всей округе, флот Центрального государства медленно отчалил с гавани Центрального государства, прямиком в озеро 4 государств с надеждами бесчисленного количества жителей Южного лета. Ноги Чутяня были скрещены, когда он сидел на палубе и наслаждался ветерком. Я никогда раньше и подумать даже не мог, что наступят такие времена, когда этот папаня будет вести войска в решающий бой. «Молодая мисс, ты как, нервничаешь?» Мэн Цин Ву посмотрела на него. «С чего это я вообще должна нервничать? Наш прошлый раз был невероятно опасен, и даже можно было сказать, что смертелен, но мы все вместе выжили же. Ну и на этот раз мы настолько подготовлены, что я просто не верю в то, что они смогут разыграть какие-нибудь козыри или же, что они успеют использовать хоть какие-нибудь уловки. Эй, для тебя было бы лучше, чтобы ты и вправду не была нервозной девочкой». Чутянь встал, и его глаза заискрили. Черт их побрал, мы же сейчас отправляемся получить нашу законную месть. Ты уже связалась с боссом Юем или еще нет? Да расслабься, я уже связалась с главным штабом банды гигантской акулы. Босс Юй уже послал свой авангард, чтобы он направился к боевым гончим еще даже до того момента, когда мы сможем с ними столкнуться. Чутянь удовлетворенно кивнул. Он надеялся, что они смогут выдать их врагам великолепно кровавое представление, чем они сохранят Чутяню довольно-таки много сил и ресурсов. Было неважно, насколько осторожный был этот король Клык, он все равно просто не сможет полноценно оценить силу центрального государства за короткий промежуток времени. Ну и банда гигантской акулы была для них огромной проблемой, которую они уж никак не будут ожидать. Глава 350. Бомбим всех без разбора. 3000 чем-то напряженных элитных членов банды гигантской акулы в текущий момент стояли, в чем мать родила на маленьком острове. Каждый из них имел по большой сумке в конечностях, и там внутри этих сумок были какие-то круглые объекты, которые с нескольких сторон были соединены с краями этих сумок. Данные объекты были примерно размером со столовую миску, ну и на самом деле это были бережно произведенные Комитетом чудотворной торговли водные мины. 5 руководителей банды гигантских акул стояли перед этими 3000 их подчиненных с выражениями серьезности на лицах, и их руки были скрещены у них за спинами. Босс Юй опирался на свою трость из рыбной кости. Когда стоял посреди этих руководителей, он осматривал всех своих подчиненных слева направо своим проницательным и глубоким взглядом. С того самого момента, когда моя банда гигантских акул стала сотрудничать с Комитетом чудотворной торговли, мы начали развиваться стремительными шагами, и всего за 2 месяца мы смогли достичь текущих высот. Мы получили от них колоссальное количество ресурсов, и сила всей нашей банды увеличилась как минимум на целый уровень, что позволило нам стать силой номер 1 во всей стране Южного лета. Теперь, когда страна Южного лета в опасности и Комитет чудотворной торговли был вовлечен в смертельную битву, мы должны выполнить свою часть работы. Абсолютно все громогласно прокричали: «Мы готовы пожертвовать нашими жизнями ради общего блага». За этот непродолжительный период их работы с Комитетом чудотворной торговли все существа, что сейчас были собраны здесь, почувствовали, как их сила заметно возросла.
Каждое это существо чувствовало своим сердцем невероятный потенциал Комитета чудотворной торговли, и если они продолжат работать с Комитетом чудотворной торговли, то все из них смогут обрести просто немыслимое, богатое и сложное даже для их радужных фантазий будущее. Поражение означало о потере абсолютно всего, когда победа означала великую славу. Страна Южного Лета была их особой точкой в жизни, где будет решаться их жизнь или смерть. Как только страна Южного Лета падет, на что Комитет чудотворной торговли сможет опираться в дальнейшем? Ну и как только Комитет чудотворной торговли падет, на что банда гигантских акул сможет опираться в дальнейшем? Королевство боевых гончих было их общим врагом, у всех были одни и те же мысли в головах, и их сердца были сплочены как никогда. Если война была абсолютно неизбежна, то тогда им просто нужно выложиться на полную и снести всех своих врагов. Босс, армия боевых гончих от нас в пределах 200 миль. Отлично, давайте выдвигаться. 5 руководителей банды лично повели за собой в воду 3000 элитных воинов. Эти 3000 существ были прямо как рыбы в воде, погружаясь на несколько сотен метров вглубь. Банда гигантских акул уже была отлично знакома с одном озера 4 государств, и эта зона была специально выбрана для нападения на армию боевых гончих. Это была глубокая зона в озере, которая была несколько сотен метров в глубину. Ну и к тому же, вода в этом месте состояла из разнообразных течений и особых жидкостных слияний, что вкупе с дном, которое было покрыто толстым слоем кораллов, давало им отличную защиту и хорошую маскировку. Когда они преодолеют эти кораллы и спрячутся под ними, то даже эксперты боевых гончих, которые открыли свой мысленный взор, не смогут в них обнаружить этих членов банды гигантской акулы. Члены банды гигантской акулы были культиваторами с особой родословной, иначе бы даже эксперты стадии настоящего духа не смогли бы находиться под водой в течение нескольких часов. Все их текущие действия были совершены именно в глубокой воде, так что они были уверены в том, что они обязательно преуспеют. Занавес ночи потихоньку начал опускаться. На озере 4 государств все еще было без каких-либо происшествий. После того, как 3000 элитных членов банды гигантской акулы погрузились на большую глубину, наконец-то в воды над ними прибыл флот боевых гончих. Флот боевых гончих еще даже не прошел и половину пути по всему этому озеру, так что их корабли пока еще не разделились и все еще были собраны вокруг одной сцентрированной точки. Страна Южного Лета знала местоположение флота боевых гончих, и боевые гончие также знали местоположение флота Южного Лета. Флот Южного Лета только что отчалил с пристани, и для них было просто невозможно вот именно сейчас встретиться с врагами, поэтому для флота боевых гончих было пока еще слишком рано разделяться и тем самым показывать всему миру их основные маршруты для последующей высадки на земли центрального государства. Ну и когда босс Юй посмотрел вверх с дна этого озера, он увидел несколько сотен, ну или практически 1000 черных фигур в этом темном и тихом озере. Это было действительно большое количество, и это действительно шокировало. Начинаем. Босс Юй подал сигнал своей рукой. Банда гигантских акул начала всплывать, когда они сами все рассредоточились по разным сторонам. Они медленно приближались к днищам этих кораблей и после вынимали круглые бомбы из своих сумок. У бомб были крепления с крюками, которые можно было с легкостью прикрепить к днищам этих кораблей, и с их помощью они намертво прикрепляли к ним эти бомбы. Большие корабли, которые были как минимум сотни метров в длину, требовали для себя как минимум 4 такие бомбы. Более маленькие корабли требовали для себя 1 или 2 таких бомбы. Корабли среднего размера, в свою очередь, требовали размещения одной бомбы посередине, а совсем маленькие кораблики требовали хотя бы какого-нибудь размещения бомбы на их днище, как если бы они были лишь закуской на обед. Меньше, чем через час. Банда гигантских акул уже завершила запрошенную им задачу. Они запустили механизмы обратного отсчета на бомбах и быстро покинули данную область, да так, что они не оставили после себя и следа. Боевые гончие продолжали прорываться по воде только вперед, даже Н зная, что их уничтожение уже было прикреплено прямо под их еще не подпаленные задницы. Ну и еще до рассвета боевые гончие продолжали мчаться вперед с ошеломляющим импульсом движения, пробивая своими кораблями туман, который покрывал водяную поверхность данного ночного озера. Они продолжали продвигаться вперед в направлении центрального государства, прямо как какая-то обширная и штормовая волна. Свирепый флаг короля Клыка развивался на парусах их кораблей. Тут на озере находилось практически 1000 кораблей, которые этой армадой были похожи на гигантского и свирепого зверя. У боевых гончих было в 3 раза больше кораблей, чем было у Чутеня. Ну и меньше четверти из них были военными кораблями, которые по большей степени пришли к ним в руки из государства Котла, потому что военные корабли в государстве Цан и в имперском регионе все были уничтожены спокойным военным правителем. Ну и что они делали в ситуации, если у них не было достаточно военных кораблей? И, естественно, они начинали их красть у других. Ну и именно поэтому флот боевых гончих был настолько неорганизованный, с большим количеством торговых кораблей, кораблей-наемников и даже больших рыбных судов. Ну и несмотря на то, что у них и вправду было достаточно много судов, им все равно было сложно перевозить по воде армию настолько большого размера.
Ну и из-за таких вот проблем многие корабли были переполнены, что, собственно, можно было увидеть, наблюдая за ними с береговой линии. Ван Тиньлун и Нангун Лин были одеты в полные комплекты доспехов, когда сами они сейчас стояли на корабельном мостике. Вождь племени из боевых гончих в черной бандане с парными клинками на спине безэмоционально стоял прямо напротив них. Ну и со своим низким и глубоким голосом он завел разговор. Мы уже прошли по воде половину пути, и страна Южного Лета уже должна была отплыть из гавани и направиться в наше направление, так что мы должны начать следовать плану короля Клыка. Вождь боевых гончих был экспертом стадии настоящего духа. Он был единственным экспертом настоящего духа во всем их текущем флоте. Ван Тиньлун и Нангун Лин оба, в свою очередь, были лишь жалкими марионетками. Ну и несмотря на то, что они все же и были ответственны за раздачу разных приказов, они все же лишь исполняли и передавали приказы короля Клыка остальным своим подчиненным, и этот вождь стадии настоящего духа был ответственен за слежением каждого их действия. Если эти двое совершат хоть какой-нибудь проступок командования, вождь боевых гончих предпочтет в этот момент разрубить их на месте. Эти двое явно не чувствовали себя хорошо, но что они вообще могли сделать в подобной-то ситуации? Южное Лето должно было склонить свои головушки перед боевыми гончими. Незамедлительно передайте по цепочке вниз мои приказы. Ван Тиньлун начал выдавать свой приказ данному флоту. Все 5 флотилий должны приготовиться к разделению. Продвигаемся на полной скорости и пришвартовываемся к земле, как только это будет возможно. Ну и как только Ван Тиньлун выдал свои приказы. Хонг, самый левый корабль боевых гончих, был внезапно полностью охвачен вырывающимся к небесам огнем. Затем незамедлительно произошло несколько взрывов. Колоссально лютая энергия начала извергаться как из вулкана, посылая колонну пламени в небо, прямо с днища данного корабля, создавая в нем просто огромную дыру и разрывая его на 2 части. Пламя достигало 20 метров в высоту, и бесчисленное количество духовных зверей были посланы в воздух, прямо как какие-то капельки воды из-за мощнейшего удара. Огромное количество фрагментов корабля начали осыпаться с небес вокруг их флотилии, и высокие волны, которые начали распространяться вместе с взрывной волной, переворачивали маленькие торговые суда кверху ногами. Ван Тиньлун и остальные все были просто шокированы. Засада. Засада. Никто и представить себе не мог, что они настолько быстро повстречаются с засадой, да и к тому же, они просто не могли найти никого, кто бы на них, собственно, и нападал. Где, черт побери, их враги? И эти взрывы были только началом. Хонг, с поверхности озера начали выплескиваться гигантские взрывные пузыри, в которые было просто трудно поверить, когда, собственно, бесчисленное количество огней выстрелило прямо в небеса. Весь флот боевых гончих был разорван на куски, и большинство кораблей были разрушены в этих оглушительных взрывах, заставляя несколько сотен тысяч солдат боевых гончих упасть прямо в воду. Вода начала испаряться в ужасающей огромной температуре, моментально превращаясь в огромное количество пара, который просто заполонил все небо и закрыл всю эту зону невероятно горячим туманом. Вода была просто переполнена постоянно расплывающимися во все стороны волнами, когда вода в ней постоянно горела, как будто кипятилась в огромном чайнике на огне. Изначально небогатое на события озеро теперь внезапно превратилось в шокирующее воображение цунами. Всего тут произошло 1002 взрывов. Каждая бомба была тщательно собрана комитетом чудотворной торговли, и когда кристаллическое масло высокой очистки взорвалось, оно создало высокие температуры и сильные ударные волны. Духовные звери боевых гончих не имели никакой подготовки к подобным, неожиданным событиям, и поэтому они и получили удар в спину подобными сильными взрывами. Можно было только представить, какого типа травмы они от всех этих событий получили, если они вообще остались в живых. Ну и, по крайней мере, целая сотня тысяч духовных зверей была убита в этих огромных взрывах. Весь флот боевых гончих моментально превратился в ничто, ну и когда Ван Тиньлун свалился прямо в воду, он почувствовал, как его тело моментально окружила кипящая вода. Это огромное количество энергии было выпущено за короткий промежуток времени, и вода в этой области в данный момент кипела, ну и огромное количество пара просто заполняло весь воздух, покрывая собой зону в несколько километров. Бесчисленное количество духовных зверей постоянно орало и звало, находясь в кипящей воде, когда они, собственно, барахтались изо всех сил, пытаясь найти за что ухватиться, ну и огромное количество их трупов сейчас просто сваривалось до костей, заполняя воздух отвратительным запахом вываренного мяса. Они из-за пара просто не могли ничего и увидеть, и их флот был просто уничтожен, так что в подобной ситуации не было нужды отдавать хоть какие-нибудь приказы. Да что здесь вообще происходит, мать его за ногу? Почему весь наш флот внезапно взорвался? Ван Тиньлун просто не мог поверить в то, что сейчас происходило прямо перед ним, но это событие уже было фактом, как бы он в это не верил. Эта огромная армия, которая могла смести на своем пути просто все в этом мире, превратилась в ошпаренную курятину за какое-то мгновение ика. Весь флот был уничтожен, и они понесли очень тяжелые потери, но вот флота Южного Лета все еще нигде так и не было видно. Как мог Ван Тиньлун не обезуметь из-за бушующего в нем гнева,
Королевство боевых гончих никогда даже и представить себе не могло, что они будут атакованы комитетом чудотворной торговли, потому что они следили за ситуацией на всех верфях центрального государства, когда, вопреки их ожиданиям, Чутянь послал на них элиту банды гигантских акул. Штаб-квартира банды гигантских акул была в самом центре озера 4 государств, так что они могли совершать нападения и делать разнообразные набеги прямиком из своей штаб-квартиры. Ну и, естественно, они смогли достичь своими действиями таких невероятных эффектов, которые просто превосходили все ожидания людей, ну и поэтому флот боевых гончих и пострадал от таких серьезных неприятностей. Чутянь наблюдал за этими огнями издалека и явил своему окружению удовлетворенную улыбку: велите кораблям выстроиться в формацию Железного замка. 200 кораблей выстроились в 2 ряда. Первый ряд был выставлен горизонтально, и на их просторных палубах сейчас находились лучники, державшие луки или же автоматы, когда сами корабли, собственно, и шли на полном ходу вперед. Также в ряду было несколько кораблей, которые подготавливали у себя тяжелые арбалеты и пусковые установки. Второй же ряд выстроился в штурмовую формацию, заполняя свободное место кораблями из первого ряда. Ну и как только они получат приказ, они смогут моментально рвануть вперед на полном ходу. Куанг, ну и в это время непомерно толстые железные цепи, которые были прикреплены к кораблям, стали скреплять все эти корабли одним большим сцепленным массивом, делая их настолько стабильными, прямо как горы, и таким же крепкими, прямо как камни. Чутянь сидел на флагманском корабле, как будто он чего-то небрежно ожидал. Маркиз Божественного Ветра упал с небес на палубу и спросил с выражением замешательства на лице: «Почему ты приказал нашему маршу вперед остановиться?» Ну и кроме этого, эти железные цепи будут сдерживать гибкость маневренности нашего флота, даже если учесть тот факт, что они и будут нас стабилизировать на воде, давая большую координацию. Все же, как только на нас нападут из засады, мы не сможем никак на это отреагировать, ведь разворачиваться мы попросту не сможем. Что ты так волнуешься? Вон, Чутянь указал своим пальцем на такую часть озера, которая была полностью закрыта испарениями. Посмотри на это. Маркиз Божественного Ветра посмотрел туда вдаль, и его взгляд просто застыл на месте. Что это такое? На этом штилевом озере 4 государств длинная синяя линия внезапно предстала прямо перед ними. Она была похожа на какой-то горный хребет, но по какой, черт возьми, причине горная гряда могла появляться на озере 4 государств? Ну и тогда Маркиз Божественного Ветра был поставлен в тупик. Горячий поток ветра внезапно подул прямо в их лица, так же, как и эти небольшие капельки дождя, которые на них сейчас свалились из-за ветра, также были теплыми. Эта же синяя линия к ним потихоньку приближалась. Зрачки Маркиза Божественного Ветра сузились. Да какая, к черту ёпрост горная гряда, это же было штормовой волной, которая была сотни метров в высоту. Осторожнее. Огромная волна заслоняла все небеса. К счастью, Чутянь уже соединил все боевые корабли вместе этими прочными цепями, чтобы, собственно, сделать их устойчивыми в подобных ситуациях. Ну и несмотря на то, что эта огромная волна и была очень лютой, она не сможет причинить большого вреда боевым кораблям Южного Лета. Мэн Цин Ву и Чэнь Бинву обе стали мокрыми. Эти 2 красотки с лучшими фигурами во всем комитете чудотворной торговли стали мокренькими прямо напротив Чутяня, показывая ему их выдающиеся и пылкие фигуры, при этом не пряча ничего за завесой их прозрачной одежды, что выдало Чутяню настоящий пир для его молодецких глаз. Мэн Цинва уставилась на то, что произошло прямо напротив них в изумлении, когда она, собственно, бормотала что-то себе под нос. Разве это не слишком пипец как немыслимо?